прошлый раз мы разобрали основные раздачи из культового в мире покера фильма Шулера. Эта картина произвела фурор в представлении обывателя о том, что такое техасский холдем. Тем не менее, далеко не только в этом фильме фигурирует эта карточная игра. Сегодня рассмотрим еще несколько значимых покерных партий из 3 кинолент. С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка и колокольчик. Спасибо. Зарегистрируйся по нашей ссылке в покер-руме Jack Poker и получи эксклюзивный бонус 50% дополнительного рейкбека без ограничений на первые 2 недели игры. Первым героем нашего обзора станет неподражаемый Мел Гибсон в фильме «Мэверик». Это приключенческая картина об обаятельном мошеннике по имени Брэд Мэверик. Меня зовут Аннабель Брэнсфорд. А вас? Брэд Мэверик. Вместе с воровкой Аннабель они должны раздобыть по $25 000, чтобы принять участие в чемпионате по покеру. Нас интересует решающая раздача этого события, где за финальным столом остались трое: сам Мэверик, бандит по кличке Ангел и командор Дюваль. Действие фильма разворачивается в конце 19 века, до рождения нашего любимого безлимитного техасского холдема еще почти 100 лет. Так что турнир проходит по правилам классического пятикарточного дро. Именно эта дисциплина была лидером до появления двухкарточных видов. Итак, участники получили на руки карты. Нам сразу показывают карманные расклады каждого игрока. У командора тройка восьмерок. Довольно сильная комбинация, имеющая возможность при обмене усиливаться до фулл-хауса или даже каре. Да, в этой игре можно обменивать не понравившиеся карты после каждого раунда торговли. У Ангела стрит-дро от семерки до четверки и 3 карты червовой масти с потенциалом на флеш. Впрочем, чтобы ловить нужную масть, нужно разбить стрит-дро. Непростой выбор. Брэд Мэверик сперва открывает зрителю и себе 4 карты. Это пиковый король, дама, валет и десятка. Можно представить волнение героя, ведь если 5-я карта туз той же масти, это Royal Flash. Сильнейшая комбинация в покере, но нет, это лишь бубновая двойка. Начинается торговля. Первое слово за командором. Он ставит 5000. Ставлю 5000. Судя по экшену, игра проходит в безлимитном формате, что вызывает вопросы с точки зрения истории. До 20 века свободные сайзинги встречались редко. На его бет Ангел отвечает рейзом до 10 000. Мэверик калирует. Дюваль также уравнивает и просит на обмен 2 карты. Ангел решает рискнуть и разбивает стрит-дро, также меняет 2 карты. Нам показывают руку командора. К 3 его восьмеркам пришла дама и 4-я восьмерка, и это каре. Сумасшедшая комбинация, которая гарантирует невероятный экшен. Дюваль наверняка считает, что банк у него в кармане. Но дальше мы видим руку Ангела, который рискнул заменить 2 карты. И не без результата. Он словил сразу 2 аута и получил не просто флеш, а стрит-флеш от семерки до тройки. Коммодору пока не знает этого, но его каре теперь мертвая рука. Слово за Мэвериком. Он просит 1 карту, но перед этим требует перетасовать колоду еще раз, что запрещено правилами. Ему объясняют, что можно заменить сдающего, но порядок карт после первой перетасовки изменить нельзя. Герой просит, чтобы карту ему дал Ангел. Нам не показывают, что получил Брэд, как не видит карту и он сам. У коммодора 4 карты одного достоинства, у Ангела 4 одной масти, и понятия не имею, какие карты у Мэверика. Начинается торговля. И командор, недолго думая, ставит all-in на 25 000. Ангел принимает и объявляет, что идет ва-банк на все свои фишки. И Мэверик, даже не взглянув на карту, уравнивает. Итак, все в all-in, и победитель получит $500 000, астрономическая сумма. Игроки переходят к вскрытию, и Дюваль открывает свое каре, называя его 2 парами. 1 пара восьмерок и 2. Зрители в восторге, командор счастлив, Ангел нервничает. Он понимает, что бьет комбинацию командора, но невозмутимый вид героя, который даже не взглянул на карту, его злит. Он открывает свой стрит-флэш, стирая улыбку с лица удивленного командора. Ну чем ты собираешься побить мой стрейт-флэш? Мэверик переворачивает свои 4 карты, и дилер объявляет, что возможен Royal Flash. Он медленно поднимает последнюю карту глазам и делает разочарованный выдох. У Ангела словно камень валится с плеч, он все же победил или нет? Мэверик бросает карту на стол, и все видят пикового туза.
Итак, в одной раздаче сошлись три сильнейшие покерные комбинации: каре, стрит флэш и роял флэш. Какова вероятность такого события в реальности? Дробные значения с очень большим количеством нулем после запятой. Сыграв вслепую, главный герой побеждает в турнире. И, естественно, эта сцена слишком кинематографична, но для этого фильма она подходит отлично. С точки зрения стратегии говорить здесь не о чем. Два игрока получили комбинации, с которыми они не могли не пойти all-in. Третий игрок то ли в расчете на удачу, то ли, точно зная карту, ответил с неубиваемой рукой и победил. Единственное, что стоит посоветовать нашим зрителям, не надеяться на удачу как Мэверик. Покер — игра математики и вероятности. Есть либо плюсовые, либо минусовые действия. И в соревновании на $500 000 не стоит действовать вслепую. Двигаемся дальше. Следующий фильм «Игрок» 2003 года. Это фильм-биография об игроке, которого многие считают безоговорочно лучшим в истории всех карточных игр. Фильм о Стью Ангере по прозвищу Кит. Трикратный победитель главного события мировой серии покера. Возможно, он мог бы до сих пор крушить живые турниры за счет потрясающего таланта к чтению оппонентов, если бы не тяжелая зависимость и тяга к саморазрушению. Но раздачу мы рассмотрим без его участия. За столом сидят опытные покеристы, играющие не столько между собой, сколько против самоуверенного техасца-любителя. И наша раздача не о математике и стратегии. Раздача о глубоком понимании психологии и умении находить неочевидные решения. Участники озвучивают сайзинги только на флопе и терне, но, похоже, игра проходит на ставках $250-500 санты. Поднимаю. Отвечаю. Мне бы ваша уверенность. Белые фишки, заметные в кадре, видимо, стоят как раз $500. На префлопе один из покеристов по прозвищу DJ получает разномастный 2,7 на ранней позиции. Очевидно, такой мусор не имеет права входить в раздачу ни при каких обстоятельствах. Но у игрока явно есть план. Он открывается в два больших блайнда. Остальные игроки до малого блайнда, на котором сидит любитель, сбрасывают. Техасец с королями повышает до 4, то есть до $2000. DJ уравнивает, и игра переходит на флоп. Дилер сдает общие карты: семерка и 2 тройки. Колоссальное преимущество карманных королей. И только 10% эквити у пары семерок диджея. Тот отлично понимает, что у любителя оверпара. Его задача не в том, чтобы собрать комбинацию, он ждет удобного момента. Техасец слоуплеет королей и объявляет чек. Не лучшее решение с точки зрения оптимальной игры. У оппонента огромное количество средних пар и оверкарт, с которых нужно собрать value здесь и сейчас. Впрочем, кто в конце 70-х знал об оптимальной игре? Диджей ставит $5000. Как насчет 5000? Самодовольный оппонент переставляет в 2 раза до 10 тысяч и получает колл. Банк вырастает до приблизительно $30 000. Могут углядеть 2 пары по семерке и двойке, но это неверно. Вторая пара тройки, и они составляют допер для обоих участников. И эквити королей вырастает до 95%. Техасец чекает, а диджей переходит к реализации плана. Он с иронией смотрит на оппонента и задвигает в центр стола $20 000. Ладно, ставлю 20 000. Любитель начинает нервничать, чувствуя подвох. Он предполагает, что у соперника 2 туза, но тот отвечает, что это не так, и предлагает сделку. Техасец дает ему одну черную фишку стоимостью, видимо, в $1000, а диджей показывает ему одну карту на выбор. Тот соглашается. По выбору соперника профи переворачивает двойку. Самоуверенность диджея сделала свое дело. Соперник больше не верит в силу своих королей. Он уверен, что у профи full house тройка и двоек. Он считает, что тот предложил такую сделку, потому что у него обе карты одинаковые, то есть какую бы из них он ни открыл, это было бы двойка. Но хитрость в том, что тот же эффект случился бы, открой диджей семерку. Он просто переиграл любителя, увидев отличный шанс для безумного блефа. У техасца не выдерживает нервы, он бросает свои карты в пас и в тильте уходит из-за стола. Его поплечники уверены, что их товарищу повезло словить нац, но тот переворачивает вторую карту, чем приводит всех покеристов за столом в восторг. Повезло. Да не очень. Черт побери, ты мог открыть любую.
С точки зрения стратегии, эту раздачу разбирать также не имеет смысла. Она про психологию и про умение давить на оппонентов в подходящих ситуациях. Диджей — нереальная личность, это собирательный образ людей, в обществе которых крутился молодой Ангер. Нет также свидетельств, что эта раздача была сыграна в реальности, но то, что Стюи сам умел творить подобное, это факт. Поскольку он часто определял не только диапазон, но и конкретную руку соперникам. И напоследок раздача из комедийной ленты 2009 года «Король покера». Этот фильм, снятый в Гонконге, повествует об обычном бухгалтере, видимо, с приветом Крису Манимейкеру, который открывает в себе талант к покеру. В начале фильма главный герой Джек Чанг знаком с покером через игру онлайн, но совершенно не контролирует себя за живыми столами. Соперники легко считывают его совсем не покерный фейс. Он участвует в турнире, где сперва получает фолды с карманными королями, а затем ему сдают пару тузов. Об этой раздаче пойдет речь. Мы не видим экшен до флопа и сразу переходим к финальной фазе торговли на этой улице. Видимо, до этого оппонент уравнял его open raise, а затем оставил на флопе. После уравнял check raise от Джека. На терн выходит валет, дополняющий радужную семерку, пятерку и двойку. Борт не связанный, и Чанг озвучивает мысль, что у соперника не может быть стрита или флеша. Странное утверждение, ведь как раз этот аргумент говорит о том, что у того может быть другая сильная комбинация. Тузы в такой ситуации и по такой динамике вполне готовы чекать. Логика здесь простая. На ставку часть рук, которая слабее, уходит в пас, но некоторые сами сделают бет. Карманные тузы не требуют защиты и хотят спровоцировать блефы, а не выбить их. Но герой просто идет all-in. Совершенно бессмысленное действие, тем более в турнире на вылет. Очевидно, Джек не обладает базовой покерной логикой, и это стоит ему стеком, так как соперник калирует сетом двоек. Скорее всего, Чанг в любом случае расстался бы со всеми фишками, но то, как он это сделал, говорит о его слабом понимании игровых механик. Впрочем, это лишь начало становления настоящего покерного мастера, о котором рассказывает сюжет фильма. Это не самая лучшая картина с точки зрения кинематографа, но для покеристов она может представлять интерес. Благодарим за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал. А также пишите в комментариях, какая из раздач вам понравилась больше всего. И не забудьте посмотреть на канале разбор партии из фильма «Шулера», о котором мы говорили в начале. А на этом все. Всем пока-пока.